Вот он, в подлиннике договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Эти заклятые враги неожиданно жмут друг другу руки. Я назвала бы этот договор прологом к войне в Европе. Интерес Советского Союза был избежать войны. Сталин буквально ходил гоголем, задравший нос, и повторял: «Надул Гитлера». К советской сфере отнесены Финляндия, Эстония, Латвия и половина Польши. Я думаю, Сталин был бы дураком, если бы он отказался от предложения Гитлера. Германия лишилась угрозы войны на два фронта. Теперь здесь мир у меня в кармане! Привет, друзья! Мы в московском районе Авиапарк. Он авиапарком называется потому, что раньше здесь был аэродром. Вот здесь вот как раз отсюда к тем домам шла взлетная полоса. Это был главный московский аэродром Ходынский. И 23 августа 1939 года именно сюда, на эту полосу, приземляется личный самолет Адольфа Гитлера Фоке-Вульф-200. На нем прилетел Иоахим фон Риббентроп, глава немецкого МИДа, который в Москву прибыл заключать договор о ненападении. Документ, который войдет в историю под названием «Пакт Молотова-Риббентропа». Как раз исполнилось ему в этом году, совсем недавно, 80 лет. И по этому поводу в России развернулась неожиданно жаркая дискуссия. Хороший это договор или плохой? Долго считалось, что, в общем, все оценки расставлены. И, в общем, сам Путин в 2009 году сказал, что пакт Молотова-Риббентропа аморален. Но вот прошло время, и сейчас появились новые оценки. Например, российский МИД в этом году написал, что пакт правильный, потому что он помог начать войну с более выгодных рубежей. Имеется в виду Великую Отечественную, которая через 2 года после подписания пакта началась. А глава службы внешней разведки и Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин написал, что правильно тогда ввели войска в Польшу, а позже в Прибалтику, потому что это помогло избежать еврейских погромов. Как вы знаете, мы в канале «Редакция» не предоставляем готовых мнений. Что я лично думаю про этот договор, я в конце скажу. Но мы считаем, что вы должны иметь весь объем необходимых фактов, чтобы составить свое собственное взвешенное суждение. Вот мы сегодня эти факты вам и изложим. Откуда взялся пакт? Кто предложил? Как он вообще возник? Предложил Гитлер. Обычно говорят о пакте Молотова-Риббентропа, но понятно, что решали все Сталин и Гитлер. И с полным основанием некоторые историки, публицисты предлагают называть пактом Сталина-Гитлера. Это точнее, конечно, Сталин лично определял внешнюю политику. Что касается отношений СССР и Германии, надо понимать, что Германия как враг всегда рассматривалась, и, собственно говоря, антифашистская пропаганда, она была одним из таких краеугольных камней. Там же был коммунистический интернационал, вот это международное рабочее движение. И, в общем, был очевидный вообще враг всего этого дела, да, нацистская Германия. Или, как называли у нас, и называют по-прежнему, фашистская. Мы в выставочном зале Государственных архивов в Москве. Давайте уже посмотрим на этот документ. Вот он, в подлиннике договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Всего 2 странички, всего 7 статей. По большому счету, довольно общие слова. И это не случайно, потому что настоящий договор, вот он, здесь же, это секретный дополнительный протокол. Тоже 2 странички, даже еще меньше, но совершенно другое содержание. Все последующие годы советская власть будет утверждать, что никаких дополнительных протоколов не было. И сейчас бывает, некоторые люди говорят, что их не было. Вот они. И это понятно почему. Потому что, согласно этим протоколам, Гитлер и Сталин делят между собой на тот момент независимые соседние государства. Такое. Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательном сохранении независимого польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Кстати, линия разграничения определена в точности по линии Керзона. Это еще что по результатам
Первой мировой войны и то, что затем происходило, предлагалось лордом Керзоном. Но тогда, в силу того, что у нас, так сказать, революция произошла, потом гражданская война, Брестский мир и все, что за этим последовало, в итоге, по сравнению с Российской империей, Советская Россия потеряла значительную часть своей территории. Ну, все это известные, так сказать, вещи. И сейчас, вот, восстанавливая эту линию, фактически мы возвращались на линию вот, границ Российской империи. Идите в то отделение, где карту получали. Помните, была такая фраза, из-за которой многие из нас ненавидели ходить в банк и вообще не любили банковскую систему? Да, сейчас, если такое услышать, наверное, вероятность того, что вы пойдете в тот же банк, вообще равна нулю. Нас приучили, что в отделение физически ходить вообще не надо. Все свои банковские дела можно решать удаленно через приложение. Вот мы сейчас в отделении дела банка, очень хорошего банка для предпринимателей. Почему мы здесь? Потому что отсюда не погонят. Нет, это шутка. Главное, что у дела банка лучшее приложение. Это не моя оценка, это консалтинговое агентство MarksWeb признало, что в 2019-м лучшее приложение на рынке у дела банка. Если не верите, скачайте приложение, тут есть демо-версия, сами все увидите. Это вот не у меня столько денег на счету, к сожалению, это демо-версия. Хотя лучше завести настоящий счет, потому что у дела банка есть очень удобный стартовый тарифный план. Введение счета совершенно бесплатно. Это подходит предпринимателям, которые, например, находятся в самом начале своего бизнес-пути. Ну и, разумеется, чтобы стать клиентом дела банка, не нужно никуда ехать. Все необходимые документы вам привезут куда удобно. Есть еще бонусы. Аренда онлайн-кассы, помощь с регистрацией этой кассы в налоговой и операторе фискальных данных. Если не знаете, как ей пользоваться, сотрудники банка вас всему научат. А еще есть облачная бухгалтерия. С ее помощью можно все бухгалтерские вопросы решать самостоятельно, ну, если есть такое желание. Переходите по ссылке в описании и открывайте счет в дела банке. В самом городе Риббентропы селят вот здесь, в этом особняке. Это бывшее посольство Австрии. Бывшее, потому что к 1939 году Австрия уже присоединена к Рейху, и относится это здание к Германии. А вот тут вот напротив тогда располагается английская военная миссия. Теперь следите внимательно за мыслью. Англия и Франция все то лето и предшествующую весну ведут в Москве, здесь же, своими военными миссиями переговоры ровно о том же самом. О совместном военном договоре. Против кого договоре? Против Германии. И через буквально 2 недели, в сентябре 1939-го, Англия и Франция действительно будут с Германией воевать. То есть военный пакт с Москвой в августе 1939-го предполагается. Но предполагается вовсе не с той стороной, с которой фактически заключен. Вот в данном случае вот этот кусок – это о военных переговорах, которые были между Советским Союзом, Великобританией и Францией. Вот здесь на этом тачскрине можно посмотреть записи всех заседаний. Нажимаете на любую, потом можно вот посмотреть крупно. Почему они, значит, собственно, ни к чему не привели? Потому что делегации, которые Великобритании и Франции, они прибыли, по сути, без особых полномочий. Потому что французы хоть имели полномочия на ведение переговоров, а у англичан и этого не было. У нас обычно подчеркивается, что эти делегации не имели полномочий подписывать что-либо, что чистая правда, и что они не привезли конкретных предложений, и что они вроде как и не хотели ничего подписать. Забывая другой части истории, СССР тоже ничего не хотел подписывать. СССР на самом деле не хотел себя связывать никакими обязательствами. Вот если начинаются боевые действия, или даже до этих боевых действий, как Красная Армия должна как-то оперировать, да, ведь общей границы с Германией нет. И, кстати, запомним этот момент, потому что очень много людей, которые как-то не задумываются и просто невнимательно изучали, читали школьные учебники, просто не знают, что у СССР и Германии не было общей границы. Вы, конечно, слышали, что про Россию говорят «страна с непредсказуемым прошлым». А почему так говорят? Потому что у нас в обществе, в отличие от других стран, и в отличие, например, от советского периода, нету единого общепринятого отношения к историческим периодам или историческим деятелям собственного прошлого.
Сталин, Иван Грозный, не знаю, Столыпин, например. К ним отношение диаметрально противоположное, в том числе в среде историков, и они, историки, примерно отражают распределение политических сил в современной жизни. Ну, условно говоря, есть либералы, ну вот Олег Будницкий, может быть, к ним условно отнесен, и есть консерваторы, которых представляет Российское военно-историческое общество, точнее, объединяет это такой бастион исторических консерваторов. Юрий Никифоров, начальник научного отдела. А это вот мы не специально поставили, это тут у вас уголок Сталина, я так понимаю. Не уверен, что это тематически специально создано. Мы говорим о том, что Сталин согласился принять предложение Гитлера о договоре в августе 1939 года, заключить договор о ненападении, руководствуясь своими собственными представлениями о выгоде, о собственной безопасности, о интересах Советского Союза, как они тогда представлялись. И эти интересы очевидны. Значит, интерес Советского Союза был избежать войны, не вовлекаться во Вторую мировую войну. И если где-то будут сражаться и убивать людей, то желательно, чтобы война никогда не пришла на советскую землю. Я думаю, Сталин был бы дураком, если бы он отказался от предложения Гитлера и не принял бы договор о ненападении. Я считаю, что это было, цитирую деятелей эпохи Великой Французской революции, наполеоновских войн, это было хуже, чем преступление, это была ошибка. И я объясню, в чем суть. Первое и самое главное. Германия лишилась, так сказать, угрозы войны на два фронта. Даже не самой войны, а угроза войны на два фронта. И почему Германия, в общем, проиграла Первую мировую войну в значительной степени? Потому что воевала на два фронта. И немцы боялись более всего этой войны на два фронта. Сталин предоставил возможность Германии вести войну против Франции. И вот Сталин на протяжении всей войны сетовал на отсутствие второго фронта в Европе. И это было, в общем, справедливые сетования, он бы нам очень был критически важен. Но ведь этот фронт был в 1939-1940 годах. Для Сталина этот договор о ненападении тоже имел гигантское значение по нескольким причинам. Вы должны помнить, что почти за год до этих событий, в сентябре 1938 года, случился Мюнхенский кризис и Мюнхенская конференция, из которой Сталина фактически исключили. В сентябре 1938 казалось еще возможным, что Гитлер и Муссолини вполне могут договориться с Великобританией и Францией. Кого исключили из этой европейской борьбы за власть, так это Сталина. И благодаря союзу с Гитлером он вернулся в игру. К его власти снова стали относиться с уважением в Европе. Здесь, конечно, важно понимать, что советско-германский договор – это не начало какого-то нового этапа, а наоборот логическое завершение вот той истории, которая началась в 1933 году с приходом Гитлера к власти, с его курсом на ревизию Версальских соглашений, через высшую точку Мюнхен. Мюнхенский договор, или, как его в Советском Союзе называли, Мюнхенский сговор, это такой пример, на который чаще всего ссылаются, когда хотят оправдать пакт Молотова-Риббентропа. Почему? Потому что это действительно пример такой большой европейской дипломатической подлости. Значит, в чем там было дело? В 1938 году, в сентябре, за 11 месяцев до пакта Молотова-Риббентропа, разворачивается следующая драма в Европе. Гитлер предъявляет претензии на часть чехословацкой территории. Вот так вот, по границе, где живет этническое немецкое меньшинство, так называемые судетские немцы, Гитлер говорит, что он их должен защищать. В Англии и Франции в это время торжествует политика так называемого умиротворения Гитлера, что, мол, можно ему что-то там скормить, он это съест, и на этом все закончится. И в рамках этой политики Англия и Франция соглашаются с тем, что Германия заберет себе половину Чехословакии. Для этого собирают международную конференцию в Мюнхене, приглашают туда, среди прочих, там Англия, Франция, Германия, понятно, участвуют на высшем уровне, приглашают туда зачем-то еще Бенито Муссолини, итальянского диктатора, но не приглашают чехов. Очень яркая деталь. Разумеется, из этого ни черта не выходит. Буквально через несколько месяцев после захвата Судет Гитлер уже без всяких договоров оккупирует оставшуюся территорию Чехии. Там устанавливается протекторат Богемии и Моравии, часть Рейха. Англия и Франция это вынуждены проглотить. И
вот такой появился прекрасный образец большой подлости, на который все время ссылаются, когда защищают пакт Молотова-Риббентропа. Мол, вы, Англия и Франция, сами перед всем миром показали пример того, как можно себя вести. Какие к нам вопросы? Уинстон Черчилль о Мюнхенском соглашении. Выбирая между войной и позором, они выбрали позор и получат войну. И тут надо два слова все-таки сказать об этом, чтобы для понимания этих событий. Ведь в свое время Клемансо, еще до того, как он был премьер-министром, и тигром, и победителем Первой мировой войны, он произнес такой афоризм: победители всегда свою победу проигрывают. И парадоксальным образом победители Первой мировой войны свою победу проиграли. Вот этот вот памятник героям Первой мировой, он открыт совсем недавно в Москве, открыт уже при Путине, а до этого про Первую мировую, в общем, в России практически не вспоминали. Ну, понятно почему, потому что после нее случилась куча бедствий, которые ее совершенно перекрыли. А в Европе совершенно по-другому. Для Англии и Франции как раз Вторая мировая – это такой второй акт, оплата старых незакрытых счетов. А Первая мировая – это Великая война, The Great War. Почему ее такой воспринимают? Потому что ведь кровавые войны и массовые убийства случались, конечно, и до Первой мировой. Но тут смерть впервые становится промышленной технологией. Скорострельные пушки, отравляющий газ, пулеметы, они работают как конвейер, обезличенно и бесперебойно. Повезло — выжил, нет — убит или покалечен. И не столько число жертв, сколько копеечность этих смертей потрясают европейское сознание. Бойня, мясорубка к былым сражениям. Таких эпитетов никогда не применяли. Так что вот после Первой мировой победители Англия и Франция живут в парадигме, что в такой же, кстати, будет жить Советский Союз после Второй мировой, что главное, чтобы войны не было. Вот что угодно, только чтобы не повторилась эта кошмарная бойня. Но это победители. А в Германии совсем другие настроения. Разочарование, депрессия, безденежье. А жить в этой стране привыкли богато. Но главное после Первой мировой войны – тотальное чувство какой-то страшной несправедливости произошедшей. Нечто подобное будет, кстати, в России в 90-е годы, когда наступило вот это вот массовое разочарование в происходящем. Это ж какую страну просрали, а? И, как всегда, в такой ситуации, разумеется, возникает вопрос, а кто в этом виноват? И вот возникает группа патриотически настроенных военных, ветеранов недавней войны, которые дают простой и понятной массе ответ. Виноваты евреи и виноваты коммунисты. Эта группа берет власть, как вы поняли, это нацистская партия, и с этого момента начинается история Третьего рейха. Коммунисты для нацистов – это такие исконные, фундаментальные, первичные враги. Ну и Советский Союз, коммунисты отвечают нацистам полной взаимностью во всей Европе, особенно в Советском Союзе. Карикатуры на Гитлера в те годы один из самых популярных рисунков в советской прессе. И то, что вот этими могут при каких-то обстоятельствах задружиться, вступить в союз, об этом невозможно даже подумать. То есть в тогдашней иерархии коммунисты и русские стояли где-то рядом с евреями. Вплоть до подписания этого странного договора они считались у нас врагом номер один. Уж не знаю, перед или сразу за евреями. Кого из них считать хуже, каждый мог решать сам. Коммунисты ли большие злодеи, чем евреи, или наоборот. В зависимости от текущих событий на первый план выставляли то одних, то других. Но главное, что тех и других изображали как можно явственнее врагами. Вы были в Нидерландах? Мне вот, например, очень нравится Амстердам. И на первый взгляд наши страны совсем разные. Но, если разобраться, общее есть. Особенно, когда речь идет о великих людях. И в подтверждение моих слов жилой комплекс Селигер-Сити от девелопера MR Group в 2 минутах от метро Селигерская, который показывает, как можно и нужно строить жилые комплексы. Над этим проектом потрудилось голландское архитектурное бюро MLA+, которое совместило голландский образ жизни с российской историей.
Состоит этот жилой комплекс из 8 зданий. 6 названы в честь великих русских и голландских художников. Рембрандт и Репин – небоскребы, демонстрирующие всю высоту изобразительного искусства двух стран. Рядом Рубенс и Брюлов, более камерные и очень уютные. Чуть в стороне Ван Гог и Кандинский. Эти художники при жизни были вне рамок, отдельно от всех. И еще пара зданий – Беринг и Баренц, названные в честь великих путешественников, открывших новые контуры нашего мира. Здесь еще продолжаются строительные работы, поэтому я в каске. Одна есть вещь, которую, кажется, я больше нигде не видел. У жителей Селигер-Сити будет собственный парк размером с 4 футбольных поля, и в нем будет все. Огороженная и охраняемая территория, беседки, искусственный пруд, зона набережной, спортивные и детские площадки, скейт-парк, площадка для выгула собак. Список такой большой, что я его, в общем, с трудом запомнил. Ну и, разумеется, как обычно, все традиционные технологические фишки, общие почти для всех жилых комплексов от MR Group. Это Wi-Fi покрытие на всей территории, доступ в подъезд по отпечатку пальца, система идентификации автомобильных номеров при въезде в паркинг и, разумеется, круглосуточное видеонаблюдение. В описании вас, как всегда, ждет ссылка, по которой вы получите специальное предложение на покупку квартиры в этом жилом комплексе. Из показаний Риббентропа на Нюрнбергском процессе. Сталин не обсуждал со мной возможность мирного урегулирования германо-польского конфликта. Он сходу дал понять, если он не получит половину Польши и прибалтийские страны, то я могу сразу же вылететь назад. Нет, улетать никому никуда не пришлось, потому что договор сейчас Гитлеру жизненно необходим. К войне с Красной армией вермахт сейчас категорически не готов. Поэтому все остававшиеся вопросы быстро снимают, и уже за полночь появляется вот эта знаменитая, вошедшая в историю фотография. Сияющий Сталин, за плечами Молотова, который подписывает договор. Рядом стоит Риббентроп. Здесь вот еще один человек, это Борис Шапшников, начальник Генерального штаба Красной армии. Его там позвали просто как статиста, он никакого отношения к переговорам реально не имел. Подписывают пакт о ненападении и договор о ненападении, и подписывают секретные дополнительные протоколы, которые, как мы уже помним, делят сферу влияния в Европе. Значит, к советской сфере отнесены Финляндия, Эстония, Латвия, Литва пока нет, но позднее выторгуют ее, и половина Польши. Ее скорую участь на переговорах не обсуждают, но подразумевают. Покончив с делами, высокие договорившиеся стороны устраивают банкет. Здесь происходит интересный дипломатический казус. Риббентроп приветствует советских товарищей нацистским «Зиг Хайль». На что повисает неловкая пауза, а потом Сталин делает книксон и всех хохочет. Потом происходит обмен тостами. Сталин поднимает тост за фюрера немецкого народа, а Риббентроп поднимает тост за Сталина. Все пьют. Пришли новости о пакте между Гитлером и Сталиным. И вот это нас поразило. Являясь простым человеком, на низшей ступени всей этой иерархии, ты был по-настоящему удивлен. Да как же так? Эти заклятые враги неожиданно жмут друг другу руки и превращаются ни с того ни с сего в братьев по оружию. Это обсуждалось с солдатами? Да, наше удивление было огромным. Мы рассуждали, черт возьми, да что же заставило Гитлера пойти на такое, чтобы на политической сцене со Сталиным вдруг найти общий язык и взяться за общее дело, то есть, точнее говоря, разделить между собой Польшу пополам, уже в 7-й раз ее истории. 4-й. Ах, да, в 4-й. Не хочу преувеличивать. Мы восприняли это как дипломатический ход, вызывающий удивление, но не в плохом смысле слова. Говорили, что раз уж дело идет к войне, то хорошо, если с русскими мы станем союзниками, а не столкнемся с ними, как с противником. Как это впоследствии, к сожалению, произошло. Сказать, что договор между Германией и Советским Союзом неожиданность для советского общественного мнения в тот момент, это ничего не сказать. Потому что с Германией все предшествующие годы советские люди были готовы встречаться только в одном месте – на поле боя. Об этом пелись песни, об этом снималось кино. Стреляйте! Стреляйте из
Но их у вас скоро отнимут. Их у вас скоро отнимут. Я вам хочу показать еще один очень интересный документ, который есть на выставке в Госархивах. Это дневниковая запись советского посла Александры Калантай о ее беседе с кронпринцем Швеции Густавом Адольфом. Это происходит в мае 1939 года, всего за 2 месяца до подписания договора. Какие-то слухи до Густава Адольфа дошли, и вот он, Калантай, спрашивает: советское правительство не намерено повернуть свой курс на дружбу с Берлином? Калантай отвечает: откуда у вас такие мысли, ваше высочество? Советский Союз и фашистская Германия – это же огонь и вода. Да, говорит кронпринц, но ведь у вас есть кое-что общее. Вы не признаете демократию, управляете диктатурой. Тут, пишет Калантай, я не выдержала и прочла ему популярный курс о том, что такое советское государство, каковы его задачи и чего оно добилось, противопоставив себя военно-агрессивной политике немцев. Упс, проходит 2 месяца, и Советский Союз заключает пакт о ненападении, а затем и договор о дружбе и границе с фашистской Германией. Из воспоминаний Никиты Хрущева. Сталин буквально ходил гоголем, задравший нос, и повторял: «Надул Гитлера. Надул Гитлера». Вальтер Хевель, сотрудник германского МИДа. Получив донесение Риббентропа об успехе его миссии, Гитлер дал волю чувствам. В маниакальном выступлении он стучал кулаками по стене и кричал: Теперь здесь мир у меня в кармане! Пакт подписан в четверг, а атаку на Польшу Гитлер назначает уже на субботу, 26 августа. В последний момент, 25-го, он отменяет приказ. Видимо, он все-таки колеблется, не хочет войны с Англией и Францией. Потому что незадолго до этого Англия и Франция, поняв, к чему идет дело, дали Польше так называемые гарантии. Ну, то есть, что в случае атаки на Польшу они выступят на ее стороне. И Гитлер, конечно, этого опасается. Проходит пара дней, и 28 августа он все-таки решает идти ва-банк, назначает атаку на Польшу на 1 сентября, и этот день входит в историю. Но и после нападения Англия и Франция все еще тянут, хватаясь за соломинку, пытаются убедить Гитлера вернуться к переговорам. Лишь через 2 суток, 3 сентября, Лондон и Париж объявляют о вступлении в войну, в которой Германия и Советский Союз пока что союзники. Что вам вспоминается о первых днях войны? Как она ощущалась вами? Должен признать, вначале она мне казалась увлекательным приключением. Ведь не в последнюю очередь, благодаря этому договору со Сталиным, настроения у нас были понятные. Плечом к плечу бьемся вместе с русскими, чтобы следа не оставить от этой маленькой Польши. И никаких проблем. Мне к тому времени, 9 сентября, исполнилось 20. Так вот, к 18 числу, если не ошибаюсь, уже пала Варшава. И вот там, словно ударом, резко и явственно я вдруг впервые увидел, что такое ужас войны. Это был кошмар. 20 тысяч трупов, лежавших на улицах и под руинами домов. Варшаву ведь уже в 1939-м бомбили. Она подверглась жутким разрушениям, с которыми еще не столкнулись в других городах. Я помню огромные горы картофеля, свезенного на центральную площадь, и польскую жандармерию, вооруженную германскими карабинами и подчинявшуюся отныне немцам. Они охраняли эту картошку от голодных горожан. А как вам кажется, всех, кто сражался с Германией, антифашистов в первую очередь, европейских, Сталин предал этим договором? В этом все-таки моральная оценка, которой у меня не хватает вот чего-то, чтобы присоединиться к да или нет сказать. Они, конечно, эти антифашисты, они должны были, имели право так думать в 1939 году. Но дальнейшее развитие событий показало, что они ошибаются. И Советский Союз по-прежнему остается единственной силой, на которую стоит рассчитывать. Сталин на встрече с руководством Коминтерна 7 сентября 1939 года. Уничтожение Польши означает, что одним буржуазным государством стало меньше. А что плохого, если в результате мы распространим социалистическую систему на новые территории?
и населения. Я не считаю, что как некоторые мои коллеги из Польши, из стран Балтии утверждают, что в равной степени Сталин и Гитлер виноваты в начале войны. С другой стороны, но тут российские историки, а еще более часто государственные СМИ или даже российское Министерство иностранных дел, то есть российские политики, говорят о том, что они стараются приравнять этот пакт к другим пактам, которые были подписаны в Европе в 30-х годах. И тут я с ними коренно не согласен. Такие дополнительные секретные протоколы подписывал не только Советский Союз, но и та же Польша с той же Германией, потому что у них был договор о ненападении с Германией, подписан еще в 1934 году. Польские историки уверяют, что там не было никаких секретных протоколов. Это они могут все что угодно говорить, но такие дополнительные протоколы, еще раз говорю, это была обычная дипломатическая практика. Польско-германская декларация о ненападении, она не содержала никаких секретных протоколов. А они сохранились, эти протоколы? Ну, у меня их нет, но я слышал о том, что такие протоколы были. Просто насколько я знаю, документов нету, самих документов. Ну вот дело в том, что, опять-таки, кому лучше удается сохранить свои секреты, в этом тоже есть какая-то тонкость. То есть вы предполагаете, что они где-то лежат? Могли потом и уничтожить. Вам не кажется, что в этой ситуации, как утверждают многие российские историки, в том числе все хороши, и в том числе Польша, которая после раздела Чехословакии тоже вводит свои войска и забирает себе одну из областей Чехословакии? То есть, ну, конечно, это все знают, что Польша так сделала. За это, значит, не знаю историков, которые бы сейчас это одобряли. Государственные власти 10 лет назад, а именно президент Лech Kaczyński, в присутствии, кстати, Владимира Путина, за это извинился и сказал, что это не только была крупнейшая политическая ошибка, но это был грех. В 2011 году, когда еще работал на НТВ, я делал фильм про 22 июня 1941 года, про то, почему такая ужасная произошла катастрофа. Мы там тоже говорили про пакт. И я, знаете, сейчас обратил внимание, что многие историки, и вообще многие в Москве стали намного осторожнее за эти 8 лет высказываться. Это не про то время, это скорее про наше время. Не будем идти вглубь, всем понятно, почему это происходит. Я решил позвонить Марку Солонину, одному из экспертов, которые были в том нашем фильме, и предполагаю, что он будет высказываться так же жестко, как высказывался тогда, по одной простой причине. Он за это время успел уехать из России, поэтому звоню ему по скайпу. Нам с вами до этого навязывали, что Сталин очень был озабочен тем, чтобы подготовиться к отражению какой-то агрессии. Так, ребята, это не аксиома. Это гипотеза, которую еще надо доказывать. И, на мой взгляд, она недоказуема, потому что ошибочна. Сталин не готовился к отражению каких-то агрессий. Сталин готовился к тому, что в Европе разгорится при его активнейшей помощи и содействии, разгорится тяжелейшая, многолетняя, изнурительная война. Эта война изнурит всех своих участников, и потом по вот этому пепелищу разрушенной Европы пройдет победоносная Красная Армия. И СССР вступил, собственно говоря, в войну 17 сентября 1939 года. Так? Можно называть это как угодно, но это, в общем, вступление, конечно, во Вторую мировую войну. Так, и он рассчитывал, что на Западе будет затяжная война, такая же, как была в 14-18 годах. И они все друг друга ослабят. Конечно. И СССР получит, СССР будет в роли третьего радующегося, что называется, да. СССР совершенно, его это не коснется, там они будут убивать друг друга. Так, ну и да, почему нет? Потом, возможно, на обломках. Произошло же это в 18 году, череда революций. На обломках старого капиталистического мира мы придем и построим наш новый мир. Конечно. Из статьи в журнале «Большевик», 4 номер от 1939 года. Конец этой войны ознаменуется полным разгромом старого мира. Между двумя жерновами, Советским Союзом, грозно поднявшимся во весь исполинский рост, и несокрушимой стеной революционной демократии, восставшей ему на помощь, в пыль и прах обращены будут остатки капиталистической системы.
Что греха таить, мечтать о великом походе в Европу начали не в 1939 году. Ведь чего хотели большевики после октября 1917 года? Правильно, мировой революции они хотели. И в способах достижения этой мировой революции большевики никогда не сомневались. Конечно, многие из вас слышали тезис о мирной внешней политике СССР. Его изобретут уже сильно после Второй мировой войны. И, кстати, когда его изобретут, из одного классического фильма придется убрать неудобную цитату. Это фильм «Великий гражданин». Прообраз главного героя Сергей Киров, ленинградский партийный босс, убитый в Смольном в 1934-м, как объявлено, внутренними врагами, а на самом деле там за убийством явно стоит НКВД и наверняка товарищ Сталин. Вот это вырезанная цитата. Эх, лет через 20 после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский Союз. Республика так из 30-40. Черт его знает, как хорошо. После 1 сентября 1939-го Сталин выжидал. То, что Красная Армия вошла в Польшу лишь 17 сентября, было не случайно. Причин этому несколько. Сталин выжидал, смотрел, как отреагируют западные державы. Он знал, что у Польши были гарантии безопасности от обеих держав – Британии и Франции. Ему было важно выждать, посмотреть на реакцию Запада, решатся ли они на военное столкновение с Третьим Рейхом. А к середине сентября, после этой сидячей войны, стало ясно, что Запад не нападет. Ни Франция, ни Великобритания так и не вошли в Польшу. И вот тогда Сталину стало ясно, что западные страны ничего делать не будут. На помощь они не придут, и Польшу никто спасать не будет. А значит, Красная Армия могла заходить. Ему даже войну никто не объявлял. Объявили ее только Третьему Рейху, Гитлеру. Когда становится понятно, что в Европе началась не затяжная война одних капиталистов с другими, а происходит блицкриг, что Польша пойдет очень быстро, Сталин от ожидания переходит к действиям. 17 сентября польскую границу переходит 600-тысячная армия и почти 5000 танков. Вот на этой карте здесь хорошо видно вот такая вот заштрихованная территория. Вот сюда вот продвинулся Советский Союз. Для поляков удар в спину – полная неожиданность на тот момент. К сожалению, это было неожиданностью. Я говорю к сожалению, потому что это показывает, что польские политики в 1939 году не предвидели такого развития ситуации. Понимали, конечно, что отношения между Советским Союзом и Польшей, они не дружелюбны, но они не были дружелюбными в силу того, что Польша предъявляла какие-то территориальные претензии к Советскому Союзу или Советский Союз Польша. Официально сформулированная причина вторжения советских войск в Польшу. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Советское правительство считает священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. Газета «Правда» спустя 2 дня после вступления Советского Союза на польскую территорию. Здесь ожидаемые заголовки. Население Западной Украины и Западной Белоруссии восторженно приветствует доблестную Красную Армию. Счастливые дни, праздник в селах Западной Белоруссии. Красных бойцов встречают цветами и прочие пропагандистские штампы. И это правда или нет? Сложный вопрос, потому что, смотря о ком мы говорим, если про белорусов и украинцев, которые на этих территориях фактически живут в Польше как национальное меньшинство, и там сложные отношения с польскими властями, особенно если мы говорим про бедняков, которым особенно терять нечего. Да, там действительно многие радовались приходу Красной Армии. Если говорить про поляков, конечно, ничего подобного не происходило, никаких цветов, но серьезного сопротивления Красная Армия действительно не встречает. Войска получают приказ Советам не сопротивляться, обсуждать условия сдачи. Условия, как выяснится, очень простые. Рядовых распустят по домам, многих потом снова призовут, поставят под ружье, призовут в Красную Армию. И в 1941 году те из них, многие из тех, кто окажется в полосе немецкого наступления, будут еще стрелять в спины своим освободителям. Что касается польских офицеров, попавших в плен к Красной Армии, их участь куда более печальна. Именно сюда, на станцию Гнездово, привозили вагоны с польскими военнопленными. Потом их пересаживали в воронки НКВД и несколько километров везли в Катанский лес на расстрел.
Среди польских военных в том числе была и единственная женщина, это подпоручик, летчица польской армии Янина Антонина Львандовская. Она попала в советский плен под Тарнополем в 1939 году, оказалась в Козельском лагере военнопленных, а согласно этапному списку от 20 апреля 1940 года Янину Левандовскую этапировали из лагеря сюда, в Козьи горы. И вот как раз здесь перед вами фотография Янины со своим супругом. Супруга звали Мечислав Левандовский. Он тоже был военным, но, опять же, вот Янина попала в советский плен, а судьба Мечислава была более проще, можно так сказать, что в конце концов он попал в Британию и обосновался в Лондоне. Всего в Советском Союзе было расстреляно 21 857 польских офицеров военнопленных. Их расстреливали в нескольких местах: на Украине, в Белоруссии, в Калинине, нынешняя Тверь, в Харькове и в Катыни. Почему Катынь стала самой известной? Потому что в 1941 году туда пришли немцы под Смоленск. В 1942 году они эксгумировали могилы и на весь мир заявили, что вот преступление большевиков. Москва тогда же заявила, что польских офицеров расстреляли сами немцы, и эта версия была официальной аж до 1990 года, когда, наконец, было признано, что расстрел осуществило НКВД. На фотографии изображен Генрих Гожеховский. В Козельском лагере содержалось два Генриха Гожеховских. Это были отец и сын. Ну, то есть сын Генрих Генрихович на наш российский манер. Когда пришли забирать сотрудники НКВД одного из Гожеховских, последовала команда Гожеховский с вещами на выход, но не уточнили, какой. Дальше последовал вопрос: отец или сын? Ответили: давай отец. Отца забрали, привезли сюда, он был здесь расстрелян и захоронен, а его сын согласился на сотрудничество с Советским Союзом, он остался жив. Сами мотивы мы до сих пор сами определить не можем. То есть, что стало отправной точкой, какое событие, какое решение. Мы знаем, к чему это привело, то есть дальше, вот как проходили события. Мы знаем, что в начале марта 1940 года нарком Берия написал Сталину докладную записку с предложением по разгрузке вот этих лагерей военнопленных. Под словом «разгрузка» он подразумевал устранение врагов советской власти. Но очевидно, что все-таки решение мог принять только один человек, верно? Возможно. Какова была его мотивация? Мотивация здесь тоже, она довольно странная. То есть у историков определенной точки зрения на эти события нет. Что стало причиной расстрела польских военнопленных? То есть предполагают, что это, возможно, была месть Сталина полякам за какие-то события предшествующих лет, времен Гражданской войны, когда происходили столкновения на территории Польской Республики, на территории Советской России. Почему такое жестокое решение было принято в отношении польских офицеров пленных? Почему их всех практически расстреляли? Это, как это не цинично, может быть, звучит, вот такой акт социальной инженерии. Кем были с точки зрения советского руководства эти польские офицеры? Это было вот то самое ядро, если угодно, общества, которое может как-то впоследствии оказать сопротивление советской власти. Так я это расцениваю. Вот, и их уничтожили. В 19 я попал в советский плен. 2 дня отступали, попал в советский плен. Но, будучи унтер-офицером польским, нас сперва держали, в одном сутки, что ли, держали, но солдаты охраняли, а потом посадили, километров 30 шли пешком до железной дороги, где-то посадили нас в теплушки и, и на восток. Я там вступил в комсомол. А почему? Потому что у меня дома приемник был, а с Минска все время передавали сюда. Так что я все песни советские знал. Сразу же в 1939-м на той части Польши, что отошла к Советскому Союзу, начинается тотальная советизация. Отменяется частная собственность, национализируется вся промышленность, все средства банковского сектора, а также магазины, кафе, рестораны, бани, аптеки, все вместе со всем недвижимым имуществом. Следом начинаются репрессии против буржуазии, очень широкое, как вы понимаете, понятие, и коллективизация.
Порядок величин 250-300 тысяч человек было репрессировано на территории Восточной Польши, которая стала называться Западной Украиной, Западной Белоруссией. Да, на первом месте это поляки, на втором месте евреи, на третьем месте белорусы и украинцы, если в абсолютных числах. Но это репрессированные во всех смыслах. И расстрелянных, слава богу, было меньше. По-моему, это прекрасный снимок. В нем вся двойственность и сложные оттенки, присущие войне, в том числе для мирного населения, порой и не знавшего, кого ему уже вскоре придется приветствовать, и готовившегося на всякий случай сразу к встрече и с теми, и с другими. 19 сентября передовые части Красной Армии и Вермахта впервые встречаются в районе Львова. Встреча эта смазана, и те, и другие решают, что напротив них поляки, открывают огонь. Недоразумения быстро урегулируют, и далее встречи проходят уже в мирной обстановке. А 22 сентября происходит апофеоз дружбы. В Бресте происходит совместный парад. Его принимают комбриг Семен Кривошеин и генерал Гейнс Гудериан. Вот эти знаменитые кадры. Маршируют по улице Люблинской унии. При немцах она будет Адольф Гитлер-штрассе, при советах улицы Ленина. Гудериан и Кривошеин принимают парад от здания воеводства. При немцах тут будет комиссариат, при советах обком партии. Я, когда готовил этот выпуск, нашел в интернете массу всяких публикаций про то, что не было никакого парада, что все это вранье, западная пропаганда и так далее, и так далее. А был просто торжественный проход немецких частей, которые заняли город Брест, который должен отойти был по договору с Советом, и вот они торжественно выходили, а советские войска их торжественно провожали. Но это был не парад, пишут в интернете. Это полная чушь. Конечно, это был совместный парад, и к этому действию были все исторические основания. И, кстати, если вы помните, в советские времена была такая очень важная деталь в истории Великой Отечественной – оборона Брестской крепости. Так вот, это была вторая оборона Брестской крепости за 2 года, потому что первая была как раз в сентябре 1939-го. Польский гарнизон упорно оборонялся от войск Гудериана, и Гудериан в конце концов передал эту проблему вместе с Брестом Красной Армии, которая, собственно, с поляками и разобралась. Интересно, что в июне 1941-го Брестскую крепость опять будет штурмовать Гудериан. Из воспоминаний Семена Кривошеина. После обмена речами мы уселись в креслах у небольшого круглого столика. Начался светский разговор. Сначала разговаривали через переводчика, а потом перешли на французский язык. Беседа потекла живей. Гудериан осведомился о состоянии моего здоровья, о здоровье моей семьи. Я похвалил его моложавый вид, чем он явно остался доволен и выразил уверенность, что и его семья пребывает в добром здравии. Гудериан просил меня позавтракать с ним, не желая совершить дипломатическую бестактность. Я согласился. На страницах европейских газет массово публикуются карикатуры довольно остроумные. Вот это вот самая популярная подпись «Как вы думаете, сколько продлится их медовый месяц?». А вот это, мне очень нравится, появилось уже после того, как советские войска встретились с немецкими в Польше. Это, соответственно, над распростертой Польшей встречаются Гитлер и Сталин. И это цитата из газет советских и немецких, недавних совсем. Гитлер говорит: отброс общества, мое почтение. Сталин отвечает: здравствуйте, я так понимаю, это тот самый кровавый убийца рабочих. Мы махали друг другу, приветствовали. Еще я был свидетелем того, как никогда это не забуду. Немецкие солдаты и русские лазали возле танков друг друга и что-то там вместе чинили. Гусеничная цепь сломалась или там что-то еще. Смотрю, чьи-то ноги торчат из-за советского танка. Но это же вермахтовские сапоги, а рядом советская униформа. По униформе разве что их друг друга и можно было отличить. И понять вообще, что это за сборище такое. В остальном же мы махали приветливо, улыбались друг другу. В тот момент колонны с техникой встали, очевидно, потому что вдруг возникла пробка. Они ехали по этой дороге в одну сторону, мы в другую, а может и в ту же.
Не помню уже. Но образовался затор, и колонна наша стала еле-еле ползти, так что у нас появилась возможность рассмотреть лица друг друга. На лицах этих с обеих сторон в основном были дружелюбные улыбки. 27 сентября Риббентроп снова приезжает в Москву. Здесь проходят сложные переговоры по подписанию нового договора о дружбе и границе. Эту границу, торгуясь из-за каждого километра, чертят на карте. Сталин получает, наконец, всю Прибалтику вместе с Литвой и, довольный, отписывает взамен небольшой участок земли лично Риббентропу под охотничьи угодья. Сейчас вот мы говорим, что вот современная Россия живет в условиях западных санкций. Для Советского Союза это была обычная практика. То есть Советский Союз во многом находился практически в изоляции, поэтому для нас было очень важно получить выходы на зарубежные рынки. И то, что Гитлер пошел на улучшение, прежде всего, экономических отношений, и было подписано кредитно-торговое соглашение, это было жизненно необходимо для Советского Союза. 2 года от заключения пакта до начала Великой Отечественной Германия и СССР будут активно торговать стратегическим сырьем. Из Советского Союза в Германию в основном сырье идет. В 1940 году на Германию приходится до 75% экспорта нефти. А из Германии в Советский Союз везут технику и технологию. Станки, боевую технику, орудия, танки, самолеты, включая те, что вскоре станут мрачными символами советско-германской войны. Например, Мессершмитт БФ-109. Вот интересно, сколько поколений сменилось, как вообще память изменилась? А скажи Мессершмитт, до сих пор все понимают, о чем речь. Теперь у Гитлера и Сталина развязаны руки, чтобы решать проблемы на Западе. Они у каждого свои. Германия предлагает мир Англии и Франции и, получив отказ, начинает готовить вторжение во Францию. В Москве осенью 1939-го серия коротких переговоров с делегациями прибалтийских стран. От всех требуют одного – на вашей территории будут наши военные базы. В октябре все 3 республики подписывают все, что от них требуют. В Эстонию, Латвию и Литву входит Красная Армия. Что такое советская власть? Прибалтам наглядно демонстрируют парламентские выборы. Их летом 1940 года проводят во всех 3 республиках. Значит, при какой еще власти победа нужной партии, коммунистической, возможно с таким результатом? В Эстонии 93%, в Латвии 98%, а в Литве 99% голосов. Очень быстро эти парламенты просят о добровольном вхождении своих республик в Советский Союз. Просьба немедленно удовлетворена. Но вот с 4-м северо-западным соседом такого цирка не получится. Освободительный поход в Финляндию оборачивается катастрофой, прологом горьких разочарований и разгромов Великой Отечественной. Сперва финнам предъявляют такой же ультиматум, как прибалтам. Советский воинский контингент, отдать порты. 30 ноября те отказываются, Красная Армия переходит границу и, натыкаясь на ожесточенное сопротивление, увязает в глубоком снегу. Красная Армия, сколько раз это будет повторяться в следующие годы, атакует в лоб, числом. Но что хорошо на летней польской равнине, не годится в зимнем вековом лесу. Советской танковой лавине негде развернуться, а отлично знающий местность противник бьет стремительными контратаками и беспощадным снайперским огнем. Финская кампания, о чем и говорил товарищ Сталин на апрельском 1940 года совещании высшего командного состава, очень помогла Красной Армии, и тут я с ним согласен. Финская кампания показала Красной Армии, насколько она неорганизована, сколько у нее недочетов, недостатков, и, собственно говоря, послужила таким, очень грубо, конечно, цинично говоря, полигоном, на котором были отработаны хоть какие-то современные методы ведения войны. Проблема в том, что после Финляндии многие в Европе начинают думать, что СССР – это колосс на глиняных ногах. Ткни, и все рассыпется. Так эту мысль, например, сформулировал Гитлер. Так что если бы не Финляндия 1939-го, то, возможно, и лето 1941-го сложилось бы совсем по-другому. Перемирие заключают в марте 1940 года. Советский Союз, как и хотел, отодвинул границу от Ленинграда, получил доступ к некоторым финским портам, но колоссальной ценой. 131 тысяча погибших, 265 тысяч раненых. А у Финляндии это, соответственно, 23 и 44 тысячи.
Германия со своей западной проблемой справляется лучше. 25 июня 40-го Берлин празднует оглушительную победу. Всего через 1,5 месяца военной кампании британский экспедиционный корпус спасается бегством, а Франция, великая военная держава, подписывает позорную капитуляцию. Церемонию проводят в том же железнодорожном вагоне, где в 1918-м подписала капитуляцию Германия. Теперь главный противник Гитлера – Англия. Он предлагает ей мир безо всяких условий, но получает отказ. В мае правительство возглавил непримиримый Уинстон Черчилль. В немецких штабах вовсю работают над морским львом, морским десантом через Ла-Манш. Но чем дальше, тем яснее. Риск, второго шанса тут не будет, велик даже для Гитлера. 31 июля на совещании с генералитетом фюрер впервые говорит об альтернативном варианте. В эти же дни Люфтваффе, немецкий ВВС, проигрывают многомесячную воздушную битву за Англию. Становится понятно, а зима же приближается, 40-41 годов, становится понятно, что в ближайшее время Гитлер никакого десанта в Англии не высадит. Но для нападения на Советский Союз есть и еще одна причина, менее рациональная, но более фундаментальная. Мы о ней уже говорили. Это сама нацистская идеология. Из книги Гитлера «Майн кампф». Это громадное государство на Востоке созрело для гибели. Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая будет самым веским подтверждением правильности расовой теории. Известная история, что после подписания пакта состоялся торжественный прием. Сталин отводит Риббентропа в сторону и просит его передать Гитлеру, что Советский Союз очень серьезно относится к этим договоренностям и не изменит своим союзническим обязательствам. Сталин лукавит, Сталин врет в этот момент? Но дело в том, что Советский Союз, очевидно, совершенно не собирался первым нападать на Гитлера, не собирался воевать с Германией ради химер там, мировой революции или противодействия распространению фашизма в Европе, то есть жертвовать своими жизнями ради каких-то абстрактных, химерических, идеологических целей, ясно совершенно, что Сталин не собирался. Сталин не готовился к наступательной войне? Наступательная война – это чисто военный, в данном случае, термин, который имеет... По-другому спрошу, Сталин готовился первым напасть? Нет, конечно. Вы поддерживаете теорию о том, что если бы 22 июня 1941 года Германия не напала на Советский Союз... 12 июля Красная Армия начала бы ту самую операцию, которая планировалась неустанно, настойчиво, по меньшей мере, с осени 1940 года. И те 12 вариантов плана, которые я выявил, опубликовал в книжках, выложил у себя на сайте фотографии этих карт, этих документов и так далее, да. Вот эта операция, скорее всего, и должна была начаться в середине июля. Ну, собственно, скрытое развертывание-то уже шло, оно же для чего-то шло. Вот эти 3000 составов, не поездов, составов, грохотали по железным дорогам с войсками, они же для чего-то грохотали. Здесь мы, наконец, уткнулись в этот очень острый, высоко дискуссионный и до конца так и не проясненный вопрос, готовился ли Сталин сам напасть на Германию в 1941 году. Я сейчас в эту тему идти не хочу, потому что как минимум для этого нужен отдельный выпуск. Может быть, когда-нибудь мы его сделаем. Но помните, я вначале обещал сказать, что лично я думаю про пакт. Вот, пожалуй, сейчас я это скажу. Какими бы тактическими выгодами не руководствовалось советское руководство в 1939-м, какие бы выигрыши не получил Советский Союз по разделу Польши и приобретя прибалтийские страны, как бы мы ни говорили себе, что обычная человеческая мораль не работает в политике ни тогда, ни сейчас. Слушайте, лето 1941 года все это перечеркнуло. Катастрофа, которая случилась в июне 1941 года и продолжалась после этого несколько месяцев, это, безусловно, самая страшная катастрофа в истории России. Эти несколько месяцев поставили страну и нацию в буквальном смысле на грань выживания. Все висело на волоске. О каком тактическом выигрыше вы вообще говорите? Дело в том, что, конечно, если бы нападение Гитлера на Советский Союз состоялось с границ прибалтийских государств и с границы 1939 года, если предположить, что вся территория Польши становится оккупированной Германией, дальше прибалтийские государства
попадает в зависимость или просто оккупируется Третьим Рейхом, и нападение, неважно когда оно состоится, в 1940 году, в 1941 году, в 1942, но оно начинается от Пскова, например, на Ленинград. Предположить, устоял бы Москва и Ленинград в этом случае против немецкого блицкрига, даже не хочется об этом думать, потому что это очень серьезная, страшная альтернатива. Для того, чтобы пройти эти территории Балтийских республик и Западной Украины, Западной Белоруссии, вермахту потребовалась неделя, 2-3. Так? И самое главное, удар германских войск был, увы, сокрушительным, как мы знаем. Красная армия оказывала, конечно, отчаянное сопротивление, но потери были ужасающими, темпы продвижения вермахта были очень быстрыми. По-моему, нет даже оснований для спора, что вот это вот пакт, рукопожатие, потом заключение 28 сентября 1939 года договора, который так назывался «Договор о дружбе и границе», страшно деморализовал население и деморализовал армию. Не в том смысле, что советский народ был пламенным антифашистом. Советский народ понял, что начальство само не знает, чего оно хочет. Вот оно называло гитлеровцев, нацистов, фашистов самыми исчадьями ада. И эта пропаганда длилась несколько лет. А тут мы с ними уже обнимаемся. А тут выступает товарищ Молотов, знаменитое выступление 31 октября 1939 года, и говорит, что идеологию гитлеризма, как и всякую другую, можно принимать и отрицать, но преступным является устраивать войну против гитлеризма. А потом наступает 22 июня, появляется тот же самый товарищ Молотов и говорит: товарищи, как один человек, надо всем подняться, пойти и умереть. Что за это время с 23 августа 1939 года по 22 июня 1941 года приобрели Советский Союз, с одной стороны, с другой стороны Германия? Германия приобрела Францию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и далее по списку, Норвегию. То есть Германия приобрела или оккупировала, или поставила себя в полную зависимость развитые западноевропейские государства. И те территории, которые Германия контролировала, были в несколько раз больше, чем те, которые получил Советский Союз. Население этих территорий в несколько раз превышало население тех республик прибалтийских и той части Польши, которую Советский Союз приобрел. И если мы говорим об экономическом потенциале, то тут вообще сравнивать не приходится. Я назвала бы этот договор прологом к войне в Европе. Конечно, в других регионах мира война уже шла, но для Европы он действительно послужил прологом. Именно он позволил Адольфу Гитлеру войти в Польшу и разделить ее в итоге вместе с Иосифом Сталиным в сентябре 1939-го. И в отличие от других военных кризисов, связанных с тем временем, вторжением в Чехословакию, Мюнхенским кризисом 1938 года, этот пакт стал тем самым событием, после которого западные державы объявили Германии войну. Когда началась Великая Отечественная война на территории Советского Союза, летом же 1941 года Сталин дал амнистию пленным полякам, которые находились на территории Советского Союза. В это же время стал вопрос о формировании польских воинских подразделений на территории Советского Союза для того, чтобы они принимали участие в войне на стороне Советского Союза. И в это же время правительство Сикорского, вот это правительство в изгнании, стало задавать вопросы относительно армии, где находятся вот определенные военные по фамильным спискам, на что полного ответа не последовало. На одном из заседаний, по воспоминаниям участников этого заседания, следует, что вроде как Сталин сказал: сведений нет, они ушли в Маньчжурию. То есть мы не знаем, где вот эти польские военнопленные. Казалось бы, в 1941 году, наоборот, эти офицеры могли пригодиться Сталину. В 1941 году действительно, но здесь это зыбкий вопрос, так же, как вопрос репрессий 1937 года. Могли ли советские граждане пригодиться, например, в Смоленской области для защиты от нацистской агрессии? Как вам кажется, почему сейчас эта тема так актуальна с пактом? Я думаю, потому что Россия избавилась от перестроечных химер, которые были навязаны пропагандой того времени, безусловно, осудить, и как-то учится смотреть на это на все без
идеологической заряженности, просто рассматривать события без какой-то политизации, с одной стороны. Да? А вы без политизации на них сейчас смотрите? Ну, мне кажется, что в данном случае мои политические пристрастия, они где-то в стороне, и они не мешают мне объективно оценить это событие с точки зрения причинно-следственных связей. Например... Особенно хорошо под портретами Сталина об этом говорить. Ну, почему? А здесь двуглавый орел одновременно. Понимаете, можно сказать, что мы с вами рядом с двуглавым орлом разговариваем. Ну, это вообще фигура сильное сочетание. На шее. Я хочу сказать, что я уверен, что некоторые историки, которые вдруг, значит, стали говорить о, так сказать, благости этого пакта и выдающейся победе, они вполне себе понимают, как обстояло дело в действительности. Достаточно посмотреть, открыть школьный учебник, посмотреть, что было в 1941 году. Это прямое следствие пакта. Так? Вот. И я напомню, что в 1989 году, когда съезд народных депутатов, когда был очередной, так сказать, юбилей пакта, было поставлен вопрос о денонсации вот этого секретных протоколов, съезд народных депутатов отказался и денонсировать поначалу, потому что, говорит, нет никакого, нету, так что мы денонсируем того, чего не существует. И на следующий день приходит Яковлев, говорит, вы знаете, вот тут мы поручили товарищам, они поискали и нашли. И вносят, так сказать, эти самые секретные протоколы, и потом опубликованы были факсимильно. Они были в особой папке генерального секретаря. Это было вообще там... То есть этого стыдилась советская власть? Конечно, конечно. И вдруг стыдиться товарищи перестали некоторые. Сейчас? Сейчас. Ну вот, друзья, мне кажется, уже достаточно фактов и деталей, чтобы вы на их основании, как принято у нас на канале, самостоятельно сделали все выводы, если вдруг вы их не сделали уже давным-давно. Несмотря на то, что я сказал, что лично я думаю про пакт Молотова-Риббентропа, уверен, что у кого-то из вас другое мнение, и хорошо, что мы с вами живем в стране, где можно вслух и громко об этом говорить. Другое, к счастью, время. Вот, кстати, про время я хочу еще одну вещь сказать в завершении. Мне искренне непонятно, почему, ну не буду говорить российская власть, потому что там много разных людей, почему многие российские высшие чиновники настолько серьезно хотят взять на себя ответственность за, ну мягко говоря, не самые удачные решения товарища Сталина. Я понимаю, почему это делала советская власть. Но это был их Сталин, их пакт и их ответственность. Я понимаю, когда многие нынешние руководители хотят быть наследниками полета Гагарина или достижения советских спортсменов. Это все понятно. Но зачем отвечать за Сталина? Давайте уже оставим этого тирана в истории. Давайте уже спорить про концепции развития России будущего, а не о том, хороший договор товарищ Сталин подписал с Гитлером или не очень хороший. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.